Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить очень вкусный ПП-чизкейк Сникерс. Он низкоуглеводный и отличается отсутствием сухого молока в составе. Это самый простой рецепт торта ПП Сникерс. Друзья, на канале моего мужа Артема вышел рецепт простой сладкой ПП галеты. В ней чувствуется 3 разных вкуса и текстуры, и при этом рецепт довольно простой. Кстати, в таком ПП-десерте высокое содержание белка. Ссылка в описании под видео. Для основы мы сегодня не будем печь печенье, а найдем способ приготовить такую же рассыпчатую основу без него. Нам понадобится 40 грамм муки. У меня это мука черного риса. Можно взять и другую муку, но каждая даст свой результат. Например, глютеновые виды муки дадут более склеенную основу, а кукурузная, кокосовая или ореховая более рассыпчатую. Мука из черного риса имеет очень приятный вкус и отлично смотрится в шоколадных десертах. Добавляем 8 грамм какао, 4 грамма подсластителя, пол чайной ложки разрыхлителя и 1 грамм соли. Перемешиваем сухие ингредиенты. Добавляем к ним 30 грамм арахисовой пасты и немного молока. Количество молока у вас может отличаться, поэтому я рекомендую добавлять его постепенно. У меня на эти ингредиенты уходит 35 грамм молока. Важно добиться такой консистенции, когда масса начнет слипаться и из нее легко будет сформировать комок, но при этом она не должна быть влажной и липкой. Выкладываем тесто в форму для выпечки диаметром 16 см. Удобнее всего использовать кольцо для выпечки или разъемную форму. Из них проще будет вынимать чизкейк. Форма уже стоит на противне, и ее дно герметично обернуто фольгой, если требуется несколькими слоями. Внутрь я также проложила круг пекарской бумаги. Хорошо разравниваем основу. Идеально разровнять всегда помогает стакан с плоским дном. Теперь подготовим сырный слой. Для этого соединяем в блендере 250 грамм рикотты, 100 грамм мягкого творога, 1 яйцо, 13 грамм подсластителя и пол чайной ложки цикория. Можно использовать сухой, можно жидкий растворимый цикорий. У меня жидкий, он проще вмешивается. Прошу не путать с сиропом цикория, он здесь не подойдет. Соединяем все ингредиенты с помощью блендера в единую массу. Вот такой слегка карамельный оттенок получается. Цикорий дает не только цвет, но и горчинку карамели. Если увеличиваете количество цикория, то добавляйте и подсластителя. Но не рекомендую добавлять слишком много, так как уже будет чувствоваться скорее кофейный аромат. Выкладываем сырный слой на подготовленную шоколадную основу. Я добавила сверху еще пару капель цикория и слегка распределила лопаткой. Так на чизкейке появятся красивые разводы. Чтобы выровнять поверхность, можно потрясти форму вместе с противнем. На противень вместе с чизкейком наливаем кипяток, примерно 1,5 см высотой. И отправляем выпекаться в разогретую до 130 градусов Цельсия духовку примерно на 1 час. Готовность чизкейка можно определить визуально. Когда его поверхность уже не выглядит жидкой, она становится более матовой и запеченной. Может лишь самая серединка оставаться жидковатой. Как только вы видите такую степень готовности, выключите нагрев и оставьте чизкейк остывать в духовке с приоткрытой дверцей. Когда чизкейк полностью остыл, аккуратно переносим его на полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Вот, в общем-то, уже очень вкусный шоколадно-карамельный чизкейк. Приготовив его с вечера, в холодильнике к утру вы получите прекрасно сбалансированный по белкам, жирам и углеводам десерт. А можно дополнить его простой шоколадной глазурью. Для этого соединяем в сотейнике 100 грамм молока, 10 грамм какао, 1 грамм агар-агара и 7 грамм подсластителя. Перемешиваем. Доводим эту массу до кипения и кипятим 2-3 минуты. Добавляем в горячую массу 20 грамм арахисовой пасты. Размешиваем. Глазурь готова. Выкладываем на чизкейк 40 грамм обжаренного арахиса и заливаем его еще горячей глазурью. Это важно, потому что при остывании глазурь застынет, и вы уже не сможете ее вылить и разровнять. Глазурь, конечно, может быть любая, например, просто растопленный шоколад без сахара, или глазурь на шоколаде, или на желатине.
В описании под видео я оставлю для вас ссылку на мой плейлист с ПП-глазурями. Пока глазурь не застыла полностью, я придаю ей красивый рельеф. И в таком виде оставляю на ночь в холодильнике. Так сырный слой становится максимально вкусным. Достаю тортик, раскрываю фольгу, аккуратно вынимаю бумагу для выпечки, переставляю торт вместе с формой на подложку и аккуратно снимаю форму. Как правило, даже не требуется нож, чтобы вынуть этот чизкейк из формы. Вот такой простой и аппетитный чизкейк получился. Давайте его разрежем. Шоколадная рассыпчатая основа, карамельный сырный слой, обжаренный арахис и шоколадная глазурь. Простое, понятное и беспроигрышное сочетание. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными сладостями. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!